Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вам попробую рассказать про такой элемент системы «Умный дом», как умная смарт-розетка. Как вы уже, наверное, поняли из логотипа на коробке, речь пойдет о розетке производства компании Xiaomi. Такие розетки, забегая вперед, скажу, бывают двух типов. Первый тип – это самостоятельные розетки, и второй тип – это розетки, работающие по технологии ZigBee. Эти розетки работают только в сочетании с отдельным устройством, которое называется умный шлюз Gateway, и подключаются непосредственно к нему. Сегодня я буду рассказывать про розетку, которая работает самостоятельно, автономно, и для работы с ней нет необходимости докупать какие-то отдельные устройства. Так, приступим к распаковке. Вот такая у нас розетка. Что у нас здесь больше? У нас здесь ничего нет, короткая инструкция, не надо. Вот, собственно говоря, как выглядит розетка. Вилка, сразу хочу обратить внимание, китайская, тройная, поэтому лучше обзавестись дополнительно либо переходником, либо ее можно использовать в сочетании с универсальными удлинителями производства тех же Xiaomi. Саму же розетку, как видите, по устройству можно подключать как обычные европейские вилки, так тройные, либо плоские американские вилки. Как видно из надписи на наклейке, максимальный ток, на который рассчитана эта розетка, 10 ампер, либо нагрузка мощностью примерно 2,2 киловатта. Как пример переходника можно привести вот такой, также продающийся как в локальных магазинах, так и в тех же интернет-магазинах китайских переходники. Вот так он подключается, и таким образом получается вот такая шайба, которую можно подключать к обычной евро-розетке. Ну, если вы обладатель сетевого фильтра либо удлинителя от Xiaomi, который имеет вот такие же розетки, то никаких проблем не составляет включить его так. И проведем замеры нашего устройства. Оно имеет 43 миллиметра в ширину, высота 54 и глубина 31 миллиметр. Итак, в передней части фронтальной у нас имеется универсальный разъем для вилок европейского, американского, китайского образца. Здесь имеется маленькая вот эта точка, это светодиод-индикатор. Здесь у нас имеется кнопка, видимо, включения, сейчас будем разбираться. И здесь у нас написаны его опять параметры и модель. 10 ампер максимум, 250 вольт максимум, то есть до 2,5 киловатт. И подписаны все ножки вот этой розетки. Это заземление, это фаза, это 0. Все, дальше у нас никаких больше органов управления, индикаторов на розетке не имеется. Будем сейчас ее подключать. Для этого я возьму уже упоминавшийся сетевой удлинитель Xiaomi. Так, включаем его. Так, и нажимаем здесь на кнопку. Пока никаких признаков жизни нет, но сейчас проверим, что у нас скажет приложение «Умный дом» на появление нового устройства. Вот, собственно говоря, «Умный дом» мне сказал о том, что найдено новое устройство. Так, сейчас будем проводить поиск. Вводим пароль на Wi-Fi, я его, извините, снимать не буду, и ждем, пока подключится новое устройство. В это время хочу показать, что индикатор светится синим огоньком, пока идет подключение.
есть, подключено. Спрашивает, где расположить устройство. Ну, ставим кухня. И готово. И создается ярлык. Ярлык добавим. Вот мы видим, у нас появилось новое устройство. Так, попробуем его открыть. Что у нас пишет? Найдем новое устройство. Сейчас попробуем. Сейчас должен скачаться плагин для установки программки, плагина дополнительного к приложению «Умный дом» для того, чтобы вывести ярлык на рабочий стол и отдельно управлять этой розеткой. Вот вывелось новое приложение ярлык для управления этой розетки, но оно на китайском языке. Так как у меня телефон рутованный, я сейчас сделаю замену на русифицированное приложение. Ссылки на перечень всех, на список, даже не список, а каталог всех приложений на русском языке будет внизу этого видео. Так, дорогие друзья, вот я русифицировал приложение для управления розеткой. Как вы видите, оно полностью на русском языке. Мы можем при помощи этого приложения просто включать, выключать эту розетку. Это самое простое, что у нас здесь может быть. Также мы можем добавлять таймеры, время включения, время отключения. Также мы можем при помощи опции «Повтор» запрограммировать это, например, на ежедневное включение либо отключение. Также у нас есть функция «Обратный отсчет». Это таймер. То есть мы устанавливаем то время, через которое будет отключена данная розетка. Вот. Функции подсчета мощности, как это есть на сетевом фильтре, здесь нету. Здесь также имеется сценарий. Можно добавить сценарий, если, например, давайте попробуем настроить запуск. Когда любое условие выполнено, попробуем добавить. Например, что у нас здесь есть доступно? Получение вызова, получение СМС, либо запустить таймер. То есть можно включить его по таймеру, включить через сколько времени, например, через полчаса включить розетку. Ну, сценарии, они больше актуальны для тех, у кого уже есть другие устройства «Умный дом». Вот, для того, чтобы связывать эти устройства друг с другом и объединять в некоторые сценарии действий. В качестве примера приведу сценарий, например, если у вас установлен датчик влажности, при достижении, например, какой-то критичной влажности, чтобы включался увлажнитель воздуха посредством включения розетки. Это к примеру. Вот. А в принципе данная розетка в основном рассчитана просто на удаленное включение-выключение. Когда вы банально включили утюг и поехали на работу, а потом думаете, включен или выключен у меня утюг, вы можете просто сделать вот так, и никаких сомнений у вас в этом не останется. Для примера приведу, как выглядит управление фильтром. Так, эти данные мне не нужны. Видите, здесь кроме того, что есть те же функции, здесь еще есть подсчет мощности. Видите, сейчас потребляем итог 10 Вт. И можно посмотреть график потребления электроэнергии. Нажимайся. Не хочет он. Ага, вот у нас есть история. Загрузится. Вот есть у нас график потребления электроэнергии. В этом отличие 6-портового смарт-удлинителя от вот этой единичной розетки. Розетка нам позволяет только, по сути, включать-выключать устройство, вставить таймер, обратный отсчет, либо какие-то устанавливать сценарии действий. В принципе, все, что можно сказать по работе данной смарт-розетки. Вот. Самая удобная функция, в общем-то, которая будет востребована у меня в том числе, это удаленное включение-выключение из любой точки мира. Вот. В принципе, в остальном все. Если вам нужны какие-то более продвинутые версии розеток, там с учетом электропотребления и более, здесь нужно смотреть, если это будет Xiaomi к 6-портовому фильтру, либо какому-то другому производителю. На этом все. Ставьте лайк, если видео понравилось. Если вы хотите, чтобы я проверил что-то еще, пишите об этом в своих комментариях. И буду признателен, если вы подпишетесь на мой канал. Всем до свидания.